Добрый день, друзья! Сегодня неочередная и совсем внеплановая пересадка. Вчера поливала орхидеи и уронила цветок. Коты тут абсолютно ни при чем. Бывает, что и сама виновата в таком падении. Это орхидея Поттер или морозная вишня. И по закону подлости, как бутерброд падает маслом вниз, так и орхидея упала с 3-й полки, вся перевернулась и упала точкой роста. Был вот такой шикарный лист с точки роста. Но я вижу, что сама точка роста не повреждена, и там еще один наметился маленький листочек, но даже нижний лист, видите, он тоже примят. Ну и, конечно, вся орхидея вывалилась из горшка. Вот эти корни растущие, молодые, не пострадали, а вот здесь корень пострадал. Прямо самая-самая растущая часть корня сломалась. Я не обрабатывала корень, потому что орхидея сама очень быстро такие ранки лечит. А, конечно, все вывалилось. Торфяной стакан показался. Так что давайте сделаем пересадку. Надеюсь, что ничего страшного с орхидеей не произойдет. Тем более, что у нее еще есть растущие корни. Посмотрите, из-под листа тоже растет корешок. Давайте ее доставать, смотреть, что там в горшке. Конечно, хотелось бы, чтобы она больше корней нарастила, но так получилось. Бывает такое. Вот сейчас вам покажу. Поливала по краю горшка. И вот здесь очень хорошо видно, что торфяной стакан намок, но совсем чуть-чуть. То есть влага к шее орхидеи в торфяном стакане не подошла. Поэтому шея орхидеи остается сухой при поливе по краю горшка. Убираю торфяной стакан. И посмотрим, что там внутри. А внутри, конечно, есть гнилые корни. Как же без них? Но вот здесь есть белый молодой корень. Чуть-чуть не хватило времени орхидеи для более активного роста корней. Есть совершенно сухой корень, который сразу отрежу. Здесь что-то непонятное. Он сам, по-моему, этот корень отвалился, который был в торфяном стакане. Вот видите. Еще кусочек небольшой. Семочка. Не толкайся. Не толкайся. Лежи спокойно. И еще один корень, который держится на ниточке, и ниточка, ну, тяж подгнил. Можно отрезать его. Хочу вам показать, в какой коре росла орхидея. Я часто говорю, что когда вы пересаживаете или совсем маленькую орхидейку,
или детку посадите в более влагоемкий грунт и мелкую кору. Вот что же такое мелкая кора? Вот такая кора примерно размером сантиметр-полтора, не больше. Она влагоемкая, и для малышей она более подходящая. В коре росли грибочки, вот видно. Сейчас покажу. Ух ты, даже есть какой большой. Вот он. Можно ли использовать повторно вот эту кору, в которой мы купили орхидею? То есть вот кора от производителя. Грибочки тут есть или еще что-то. Бывает, но идеальная кора премиум класса. Ее так жалко выбрасывать. Да, если кора не разложилась, если кора плотная, и прямо вы видите, что кора отличного качества, конечно, ее можно использовать. Только нужно сделать несколько небольших манипуляций. Во-первых, промыть эту кору обязательно, а во-вторых, минут 5-10 прокипятить. И даже вот эта грибница, которую я вам здесь показала, она погибнет. Потом высушить кору, и можно ее использовать еще раз. Но только помните о том, что кора все равно разлагается, и, может быть, вам эту орхидею придется пересаживать не через 3 года, а через 2. Но это будет зависеть от качества коры. Почему прокипятить и промыть? Во-первых, все мы с вами знаем, что очень часто в такой коре живут грибные комарики. Ну а то, что тут живут подуры, это обязательно. Они всегда живут во влажном и разлагающемся грунте. И даже если этот грунт еще не разлагается, это все равно органика. А в органике подуры жить очень любят. Поэтому нужно промыть, прокипятить, сделать небольшое обеззараживание этой коры, и можно еще раз использовать. Но грибочки здесь растут. Но это от того, что грунт был влажный. Я пойду промою корни орхидеи под проточной водой. Как я это делаю, ссылку на видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Вся процедура промывки где-то посередине видео. Можно не смотреть все видео с начала до конца. Там тоже пересадка. Пока разбирали корешки, пришла Лаки. Все, мы заснул, уже неинтересно. Позвали, звали, я проснулся. Кто еще пришел и ушел? Демон. Пока промывала корни, осмотрела внимательно вот этот корень от шеи и решила его тоже отрезать. Старый корешок, который не поможет расти орхидеи, удаляю. Вы мне часто присылаете фотографии, когда разобрали орхидею, и вот здесь лежит орхидея с 2-3 корнями, а вот здесь целая груда корней, которые вам показались нездоровыми, плохими, с какими-то черными полосками. И берете и удаляете все корни. Нет, так делать нельзя. Потому что вот даже такие корни, вот с такими черными пятнами, они очень нужны орхидеи. И вот этот корень, он от шеи кажется сухой. Да, вот здесь филамен гнилой. И этот гнилой филамен можно убрать. Вот он черный внутри. То есть паренхима, вот эта губчатая структура, которая находится под филаменом, она вся сгнила. Это можно убрать. И нужно. А этот корень надо оставить. Если есть вот такие сломы корней, это неплохие корни. Это сломалась, опять же, верхняя часть корня. Корень работает. И ни в коем случае нельзя такие корни
отрезать у орхидеи. Они очень-очень пригодятся в новой посадке. Еще кто-то любит расплетать все корни. Если корни сплетены в такой тугой ком, расплетать не надо. Специально сидеть, каждый корешок расплетать, вы наносите травмы корням. Если остается и невозможно расплести, оставьте его. Пусть так дальше и растет. Орхидея умеет прорастить корни во все возможные отверстия. Как ей это удобно сделать, так она и будет делать. Не надо специально расплетать корни. Вот на этом корешке есть тяж. Его обрезаю, потому что он черненький. Видите, есть черная часть. То есть это стержень корня, сам корень. И если он почернел, конечно, он работать не будет. Горшок двойной, 2,4 литра. Ставлю орхидею по центру горшка. И насыпаю керамзит. Посадка очень простая. Не забывайте, что при посадке нельзя заглублять шею. Шея должна остаться на поверхности грунта, чтобы было проветривание. Тогда шея загнивать не будет. Следующий полив орхидеи будет только после того, как корни станут серебристыми и весь влажный керамзит тоже просохнет. Ну а как я промываю керамзит? Нужно ли его просушивать? Задаете очень часто такие вопросы. Я вам оставлю ссылку на видео, где я подробно об этом рассказываю. И еще одну ссылку оставлю о поливах орхидей в керамзите. Надеюсь, что орхидея очень быстро адаптируется и начнет растить новый листик. И мы с вами увидим ее цветение. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.